Рынок бывает разным, и когда актив стремится в потолок, пропускать такой момент – великое упущение. В этом видео я научу вас не догадываться, а видеть точку входа. Покажу вам проверенный сетап всего из двух индикаторов с особыми настройками, которые позволяют превратить рыночный хаос в порядок. Интересно? Тогда обязательно смотри до конца, ведь я покажу не только самые лучшие точки для входа и объясню нюансы, но и расскажу, как разогнать свой депозит с $50 до баснословного результата. Присаживайся поудобнее, поехали! Ну что, друзья мои, пора поторговать в лонг. У нас на графике двухминутный таймфрейм, и сегодняшний видос я начал бы с индикатора Bulls Power. Это измеритель силы быков. Он представлен нам в виде вот такой гистограммы. Есть центральная линия, и логика тут проста. Если линия находится в верхней части канала, значит рынок в стадии роста. Это подтверждает непосредственно сам график. Есть идеальное, как видите, совпадение. Так что мы будем смотреть на него в самую первую очередь. Также у него есть мощный помощник, это особая скользящая средняя линия. Настройки ее я покажу вам в конце видео, так что не пропускайте. С ее помощью мы также открываемся. Тут все просто. Если цена выше этой скользящей, значит будет рост. Также эта полоса будет для нас служить зоной поддержки. Можно торговать от нее отскоки при удобном случае, как я показал уже здесь. В общем, для нас главное, чтобы индикаторы совпадали, как и всегда. Bulls Power в стадии роста и цена над скользящей средней. Есть еще один нюанс, вернее, наверное, особенность первого индикатора, которую мы можем также использовать в своей торговле. По сути, Bulls Power это осциллятор, а значит, у него могут быть зоны перекупленности и перепроданности. В случае зоны перекупленности, это когда Bulls Power находится у своей верхней границы. И вот это свойство может привести к таким мини-разворотам, как видите. Мы будем это использовать не всегда, но в уме стоит держать эту особенность индикатора. На конкретных примерах мы разберемся и поймем, как это нужно делать. Так что долой лишние слова, давайте начинать торговлю. Друзья, но есть один важный нюанс. Бычьи движения – это всего лишь эпизод из жизни биржи. Случаются также медвежьи просадки и торговля в боковике. Методы торговли, по которым нужно знать обязательно. И если вы всерьез тянетесь к таким знаниям, то рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Ссылки будут оставлены в описании. Там вы найдете множество идей, как сделать ваш торговый опыт лучше и гораздо прибыльнее. Поторгуем вместе и разберем сделки вживую. Также в своем телеграм-канале каждую неделю по воскресеньям я провожу открытые торговые сессии для всех желающих. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. А вот, дорогие мои, и конкретный пример. Евро-австралийский доллар. Я открываю сделку в лонг в рамках растущего рынка. Смотрим на его актуальный участок. И сразу же чертим границы условного канала, в котором ходит у нас цена. Сейчас актив удерживается над скользящей средней, поэтому верим в рост как минимум до его верхней границы. Вот сюда вот. Bulls Power у нас смотрит вверх, находится над центральной линией. В совокупности все это идеальный повод войти в рынок. Что я, собственно, и сделал. Ну, а теперь спокойно будем ждать нашу прибыль. Итак, давайте обсудим с вами важную тему. Что такое тенденции? Сейчас у нас вообще растет все. Растет крипта, растут акции, индексы. И рынок, хотя уже немного напоминает мыльный пузырь, мы повсеместно идем с вами вверх. Поэтому и торговать актуальную ситуацию нужно будет правильно. Я провел бэктестинг самого бычьего индикатора и вывел, вот, наверное, идеальную связку со скользящей средней. Это первые плоды моего труда. Сделка в плюсе, $184 я зарабатываю. Думаю, закрепить успех на той же самой валютной паре. Да, давайте еще один лонг. Скажу сразу, эта система торгуется только в лонг. Обратную ситуацию для торговли в шорт я не тестировал, поэтому, если захотите, можете попробовать. Давайте разберем ситуацию в общих чертах. У нас есть среднесрочный тренд, который растет. Цена входит в его канал. После первого ложного пробоя актив не хочет падать и удерживается у потолка. Значит, можно рассчитывать на второй тест и даже, возможно, на пробитие. Верность моего прогноза вряд ли покажут ближайшие 30 секунд экспирации, поэтому можем поставить вот такую итоговую цель. Мне кажется, что цена пойдет к ней. Уровни это магнит для цены. Если цена от него отошла, возможно, она к нему и придет. То есть до этого мы упали, теперь развернулись на этом графике, стоит ждать рост. Этот прием вам для общего развития, здесь он скорее бесполезен.
Супер, вторая сделка позади. Я думаю, что на этом графике мы с вами можем отработать третью. Единственное, что вот Bulls Power начал немного ослабевать и замедляться. Но мы на условном маленьком уровне сопротивления. Давайте подождем небольшой откат и зайдем в еще одну сделочку. В любом случае, пока тенденция есть, нужно ее отрабатывать. Как говорят опытные трейдеры старой школы, тренд is your friend. Поехали, я в сделке. Пока идет экспирация, давайте обсудим вообще бычий рынок. Запомните простую аналогию. Бык атакует, поднимая своего противника на рога снизу вверх. Именно так и движется рынок. Он формирует серию восходящих пиков, затем впадин. Если по-научному, это долгосрочный восходящий тренд на финансовом рынке, для которого характерен рост цены на активы 20 примерно процентов и более от предыдущих минимумов. Но для нас, трейдеров краткосрочных, важнее не цифры, а важнее психология рынка. Основная эмоция на бычьем рынке — это оптимизм, жадность и также может быть вера в светлое будущее. То есть покупатели уверены, что рост будет продолжаться, и эта уверенность сама себя подпитывает. Рынок растет. Это неплохо, но и не всегда хорошо. А еще это может привести к неприятным казусам, когда вера в рынок слишком преувеличена или когда вход в сделку будет заключен уже поздно. У меня первый минус по сделкам, друзья. Ну ничего, бывает. Ни одна торговая стратегия, система не дадут вам на 100% прибыльности. Чтобы отбить убытки, я предпочитаю увеличивать сумму инвестиции и таким образом возвращаю потери с прошлой сделки, а также зарабатываю в плюс. Поехали. Думаю, что в этот раз все будет как нужно. Пока рынок идет медленно, продолжим нашу тему. Друзья, торгуя бычку, вы должны знать, что такое FOMO. Это страх упустить выгоду. Вот вам типичный кейс. Открыли график, увидели актив и очень хотите ворваться в рынок, ведь все сейчас у нас растет. Но вы не оценили ничего. Вы не провели анализ, не оценили, как движется цена, не посмотрели на осциллятор, которые могут быть перекуплены на высоких таймфреймах. И как итог вошли прямо на старте коррекции. Соответственно, получили минус. Бычий рынок — это самый непредсказуемый инструмент. Думаю, что да, на самом деле так оно и есть, друзья. Самый непредсказуемый. В общем, врываться в него нужно аккуратно, ни в коем случае не сломя голову. Пользуйтесь индикаторами, ищите нормальные точки входа. Да, супер, я в плюсе. Хотя мы еще далеки от итоговой цели, думаю, что пора сменить график. Давайте это и сделаем. Откроемся на долларе к иене. У нас тут крайне бычья ситуация, ребят. Давайте разложим ее по полочкам, чтобы вы все понимали. Bulls Power рисует нам разворот от центра. Хороший задаток. При этом котировка крепится в районе скользящей средней. Прямо сейчас она пересекла эту линию. Да и в целом свечки, как видите, это прям наглядно они указывают на лаконичный рост. Уверен, что так и будет. Вот видите, сразу порыв к росту. Плюс просто ко всему. Еще я могу, кстати, выделить вот такой уровень для вас. Смотрите, это тоже аргумент к росту. Вот. Он пробит, теперь цена будет от него отскакивать. Видите, какой был додж. Кто-то явно также видел эту зону и выкупил вообще все предложение на краткосрочном спуске. Теперь мы можем убрать эту полосу, роли она для нас не играет. Просто ждем итога сделки, уверен, что здесь все пройдет без каких-либо форс-мажоров. Ну и автоматом готовимся к новому трейду. Так, супер, все отлично. Поэтому, думаю, дадим рынку несколько секунд. И если он не провалится вниз за скользящую, без колебаний откроем следующую сделку. Это не происходит. Да, открываемся в лонг. Давайте поговорим дальше про рынки. Вообще, вам, как трейдерам, крайне важно понимать, что вы торгуете. Я имею в виду картину в общих ее чертах. Вот даже сейчас, что вы видите на экране? Восходящую структуру, но какова эта пара в общих чертах? Лично я знаю, и это, возможно, вас даже удивит. Давайте я покажу, и вы сами все здесь увидите. Нам достаточно зайти на вышестоящий таймфрейм. Чем выше, тем он будет правдивее. Давайте 4-часовой график вполне подойдет. Вот видите, совсем другая картина. Но и здесь сигнал к росту. Актив выше, глобальный, скользящий, и Bulls Power также пересекает среднюю линию. Именно поэтому наша сделка в относительной безопасности. Но если бы вы и мы сейчас торговали против общего тренда, понимаете, да? Все было бы иначе. Запомните, краткосрочные сигналы должны совпадать с долгосрочными.
Супер, сделка в плюсе, нам пора менять график. Давайте это и сделаем. Продолжаем торговать в лонг. По классике уделим немного внимания анализу текущей ситуации. И здесь у нас не что иное, как консолидация в формате флага. Вот он. Черчу его специально для вас. Сейчас мы ждем рост от верхней границы, от нижней границы и пробой далее. Не говоря уже о том, что по индикаторам все также у нас отлично. Останавливаться на них в самом конце уже не будем. Все было в начале. Лучше отмечу для вас одну общую деталь для абсолютно всех своих сделок сегодня. Заметили ли вы, что я вхожу в рынок во время остановок, то есть во время консолидации? Кто-то может считать иначе, но по моему скромному мнению это лучший вариант из вообще всех возможных. Когда котировка рвется вверх, она может также резко откатиться назад, чтобы компенсировать свой рост. Поэтому лучше не врываться в поток, а сделать это во время паузы, когда рынок уже набрал силу. Так вы гарантированно заскочите в чистое положение движения. Шикарно, друзья, самое время сменить график и покончить с этой сессией. Закрепим, так сказать, успех. Погнали! Друзья, последняя сделка на сегодня. Актив требует небольшого пояснения, поэтому давайте уточним ситуацию. У нас тут очень неопределенный участок. Видите, свечки перекрывают друг друга. Но мы знаем, что общее движение у цены направлено вверх. Также нам это подсказывает индикатор Bulls Power. Он как раз вышел за центральную свою положительную часть. Поэтому рост, вероятнее всего, продолжится. Падения не будет. В конечном счете трейдинг — это работа с вероятностями, как вы уже поняли. Мы не можем гарантировать себе на 100%, но способны добиться 70-80% уверенности и так далее. Торговля по тренду — это как минимум половина шансов на вашей стороне. Но рабочую стратегию для того, чтобы набрать еще немного удачи, я вам сегодня показал. Осталось лишь довести ее до ума, вашим именно, вашим пониманием. Так, друзья, 4 секунды, 3 секунды, да, я покажу вам секреты настройки моей скользящей. Все идеально. Давайте разбираться, что у нас здесь. Запоминайте, а лучше скриньте. Для скользящей выбираем 5-й период и тип SMMA. Все. Bulls Power 14 и вот такие настроечки. На этом все, друзья, давайте подводить итоги. На этом все, друзья. Только что мы с вами разобрали отличный инструмент для работы в тренде. Никакой магии, только механика и объективный анализ. Обязательно протестируйте этот сетап на демо-счете, отточите все навыки и проникнитесь потенциалом. Желаю вам удачи. Также я безумно буду благодарен вашей поддержке. Нажмите лайк, напишите какой-нибудь комментарий и кнопочку подписаться. С вами прощаюсь, до встречи в моих новых видео. Пока.